Всех приветствую на канале Твой Конфиг. Речь сегодня пойдет о видеокарте GeForce GTX 1060 на 3 гига. Версия от Asus. Беленькая такая, возможно вы ее видели когда-нибудь, возможно используете до сих пор. Либо думаете ее купить в силу того, что цены на новые карты вроде как опустились, но ценник все равно остается для большей массы людей, а именно геймеров, тех, кто любит поиграть. И не только, и поработать тоже. Становятся пока что еще недоступными. Хотя, когда 1060 3-гигабайтная версия, она получилась достаточно неплохой по цене на вторичке. На Авито цены начинаются от 13 до 17 тысяч рублей. На Алиэкспресс ее можно купить от 10 до 13 тысяч рублей. Можно, конечно, прикупить 1060 на 5 гигов для азиатского рынка. Да, такая версия тоже есть. Там немножко поменьше ее шина 160 бит. Кстати, немного спойлерну, ко мне такая видеокарта идет, и в скором времени мы, естественно, ее тоже с вами протестируем. Что касается 3-гигабайтной версии 1060, 192-битная она, 3 гигабайта видеопамяти DDR5. Многие думают, что эта видеокарта ни на что не способна в 2022 году, и на ней невозможно играть в силу того, что мало памяти встроенной. Я хочу несколько эти мысли развеять. Ее, в принципе, покупать можно, особенно если вы играете в HD, либо Full HD игрушки. Все современные проекты на ней, в принципе, идут. Тестировать мы будем в Full HD на высоких настройках графики. Итак, друзья, первая игра у нас будет, я взял старенькую игру просто для сравнения. Это Battlefield 3, сетевая игра, все настройки на ультра, вертикалка отключена. В тестовом стенде используется i7 10 поколения 1070, 32 гигабайта оперативной памяти. Ну чё, погнали. Идет плавно, фрейм-тайм отличный. Процессор вообще не нагружается, видеокарта даже до сотки не нагрузилась. Игрушка до сих пор актуальная, в нее играют, достаточно весело все здесь происходит. Вертолеты летают, самолеты, танки вон Т-90 поехал. 100 кадров у нас есть, видеокарта греется, вон 73 градуса, хорошая температура. По графике, конечно, несколько морально она подустарела, разложили танк. Ох, ёкарные. Ну, собственно, все поняли, что здесь играть прям можно и нужно, все, огонь. Тем более она стоит сейчас копейки, давайте переходить к следующей игрушке. Итак, полетели мы на автобусе. Ну такая вот, короче, хрень. Как мы видим, 100 кадров есть. Фреймрейт иногда что-то прыгает чуть-чуть. 80 кадров у нас есть. Вон 75, 76 кадров. В общем, как вы видите, 70-80 кадров, грубо говоря, есть. В общем-то, играть можно. Переходим к следующей игре. Итак, разбавим стрелялочки чумачечей гоночкой Forza Horizon 5, Мексика. Настройки графики перед вами, они высокие. Horizon нам периодически выдает вот такое сообщение, что недостаточно видеопамяти. Жмем ок. Сегодня мы прокатимся на Subaru Impreza VRX STI. А? Какая красотка черная, прям огонь, 2015 год. Немного подымим вам, кругали погоняем. Как вы видите, 70 кадров есть, видеокарта нагружена на 100%, процессор нагружен, ну, там от 20 до 30% в среднем. Фрейм-тайм у нас ровненький, никаких плюшек вот этих нет, которые там как-то бы влияли на игровой процесс. Все работает плавненько, он 98 градусов, в игре отличная оптимизация просто, давайте. Игрушка очень красивая. Даже невзирая на то, что это 1060 на 3 гигабайта, выглядит все очень классно, все плавно идет. Понастроили тут домов, ёптать, когда я еду. Конечно, к этому процессору так и просится какой-нибудь RTX 3070, но баблишка у меня, как и у вас, ни хрена нет. Поэтому довольствуемся тем, что есть. А вот в горку она что-то не тянет. Давай, Subaru. Во, давай, поперла. Полный привод все-таки. Морюшка, пляжик, Subaru Impreza VRX STI, что может быть круче. Ну, переходим к следующей игре. Следующая игра у нас Halo Infinite, относительно свежая. При запуске игры тоже пишет, что рекомендуется 4 гигабайта оперативной памяти, а у нас 3. Жмем Continue и продолжить. Настройки графики вы видите на экране. Все настройки выкручены нам высокие. Признаться, в Halo Infinite я не играл.
Игрушка для меня абсолютно новая. Но, как вы видите, 40 кадров есть. В общем, что я могу сказать? Играть можно, иногда и 55 кадров. Но это опять же на высоких настройках графики. Можно подкрутить некоторые параметры. Игрушка будет идти значительно лучше, быстрее. В принципе, достаточно комфортно. Никаких лагов я не наблюдаю. Переходим к следующей игре. Итак, Red Dead Redemption 2. Средние настройки графики на вулкане. Full HD разрешение. На высоких настройках графики игра не позволяет сохранить настройки. Пишет, что мало оперативной памяти. Сейчас мы видим 50 кадров. Процик фактически не нагружен. Видеокарта 98% и под сотку грузится. Она даже на средних настройках графики. Игра очень красивая. Блин, шляпу где-то потерял. Фреймтайм ровный, но это сейчас ночь. Ночью всегда кадров поменьше, потяжелее играть. Угнал поезд только что. Игра очень красивая. Если кто не проходил сюжетку, рекомендую пройти. Как мы с вами видим, на средних настройках графики играть можно. Игра очень красивая, вон птичка полетела, солнце. Ну а теперь давайте перейдем к заключительной игре. Go! Итак, всеми любимая, а также кем-то ненавистный PUBG, Королевская битва. Настройки графики Full HD. Лимит кадров, все это дело отключено. Киберспортивные настройки графики, сглаживание высокая, постобработка высокая, тени средние, текстуры высокие, средние. В общем, DirectX 11. Погнали! О чудо, смотрите, 230 кадров, 220, 230, с ума сойти. Вот это производительность 263, тут 130. Давайте же полетим вниз и узнаем, как оно внизу, в самой жести. Будет сотка или не будет, как вы думаете? Пишите в коммент. О, сколько чувалдосов полетело. А еще тут кто летит рядом со мной? Нет, никто. Вон они на горочку полетели еще. Сейчас самый такой момент будет при приземлении, когда бешеная просадка, фреймтайм прыгает, все прыгает, а ничего не происходит. Не было бешеной просадки, как мы с вами видим, фреймтайм ровный. Ну, немножко, конечно, выше, чем хотелось бы. Видеокарта нагружена 99%, процик вообще не грузится нифига. 90 кадров у нас есть. У меня монитор 75 герцовый, поэтому мне что 75, что 90 разницы я не вижу. Давай же нам касочку и гранаточку. Так, тут мы ничего брать не будем. О, броня третья. Свезло так свезло. Нормальным пацанам всегда везет. Так, что у нас на втором этаже? Пошаримся. Так, где чувалдосы? Мне надо тачку. Тачки нет. По мне стреляют. Ах ты ж говна кусок. А это специальный отрывочек для тех, кто не верит, что у меня 1063 на 3 гига, беленькая, видите, ничего я не соврал, все честно. Друзья, подведя итог по Asus Dual 1060 на 3 гигабайта, покупать ее или не покупать, все зависит от цены, конечно же. Если вам такую видеокарту предложат там за 12-14 тысяч, то однозначно стоит ее брать. Как вы видите, в современных тяжелых проектах, таких как Forza Horizon 5, при том, что у нее очень хорошая детализация, она все равно просит не менее 4 гигабайт видеопамяти, хотя работает замечательно и с 3. Хотя взять тот же Red Dead Redemption 2, которому 3 гига мало, хотя бы была 6-гиговая либо 5-гиговая версия, можно было бы играть на высоких настройках графики со средними кадрами в секунду в районе там 55. Но при этом мы можем играть на средняках, графика также по-прежнему остается достаточно красивой, хотя в этой игре, конечно же, лучше играть на ультрах и желательно в 2К. На каком-нибудь потрясающем 144 герцовом экране, чтобы получить вот этот вау от этих видов, от вот этой картинки замечательно, от этого сюжета и прочее. Впрочем, на средняках ее тоже можно пройти, и вы получите массу удовольствия. GTA 5 решил не тестировать, потому что она и так идет даже на 1050 p. В принципе, там показывают больше 60 кадров в секунду, и геймплей ровный, и все замечательно. Конечно же, в наше время, если у тебя стоит уже 1060 на 6 гигов, переходить на какую-нибудь версию 1660 или там 1070, на мой взгляд, нет абсолютно никакого. Если уж ты решился переходить, то переходи на RTX 2060 и Ti супер версию, либо же на RTX 3060. RTX 3050, думаю, что ее можно пропустить, потому что по сути ты получишь все то же самое. От того, что там есть волшебные лучики, толку от этого не будет, и красивее игрушки становиться не будет. И все равно ты сможешь играть только на ней Full HD. Так, собственно, что хочу сказать. Покупать или не покупать? В конечном
итоги решаешь ты. Я тут на медне думал ее выставить на продажу, но потом посмотрел, что Full HD, она замечательно справляется и все тянет на средне-высоких настройках графики, и решил ее не продавать, повременить, пока цены еще упадут, чтобы потом в дальнейшем взять RTX 2060 Super. Либо 3060, все зависит от той цены. Спасибо, что ты смотрел, не забывайся подписываться на Дзен, а также на YouTube канал, ставить лайки, писать комментарии, если ты такую видеокарту используешь, как ты с ней живешь, в какой связке, с каким камнем ты ее используешь, отвечает она твоим требованиям или нет, пиши в комменты, было бы очень интересно почитать, дабы развеять вот эти хайпы, всяческие негативные, касающиеся 1063 версии, что якобы с 3 гигами ни в коем случае брать не стоит, на ней хрен что идет и прочее. В этом видео вы увидели, что даже Halo Infinite на высоких настройках графики идет. Да, там некоторые моменты можно упустить и сделать средние настройки, и вполне комфортно играть 50-60 кадров. Собственно, посмотрел этот видос до конца, респект и уважух тебе. Не забывай ставить лайки либо дизлайки, если тебе видео не понравилось. Мне, в общем-то, да плевать, понравилось оно тебе или не понравилось. Нет, мне не плевать, если оно тебе понравилось, но мне плевать, если оно тебе не понравилось. Можешь не подписываться и вообще больше мой канал не смотреть. В общем-то, всем спасибо, всем пока. С вами был канал Твой Конфиг, меня зовут Евгений. До новых встреч.